Представьте себе высоту 8500 метров. Вы остаетесь один на один с самой высокой горой планеты. До вершины остается всего 300 метров, но каждый шаг дается с огромным трудом. На такой высоте кислорода катастрофически мало. Тело работает на пределе возможностей, а мозг теряет способность нормально работать. В 1933-м Фрэнк Смайт поднимался сюда совершенно один, без кислородных баллонов. Он находился в месте, которое сегодня называют зоной смерти. На скалах вокруг лежали замерзшие тела альпинистов. Все они когда-то шли к этой вершине, но назад уже не вернулись. К тому времени Эверест уже забрал жизни многих опытных покорителей гор. Смайт понимал, что может стать следующим. Именно тогда произошло нечто странное. Смайт вдруг почувствовал, что рядом находится кто-то еще. Это ощущение оказалось настолько реальным, что он разломил плитку шоколада и протянул половину своему невидимому спутнику. Лишь через несколько секунд он обернулся и увидел, что рядом никого нет. Смайт выжил и позже подробно описал этот случай в своей книге. Он понимал, насколько невероятно звучит его история, но объяснить это странное ощущение так и не смог. Позже ученые дали этому явлению название «эффект третьего человека» или «ощутимое присутствие». Так называют состояние, при котором человек, оказавшийся в смертельной опасности, чувствует рядом кого-то, кого на самом деле нет. Но история Фрэнка Смайта оказалась далеко не единственной. Со временем исследователи обнаружили десятки похожих свидетельств. Полярники, моряки, альпинисты и путешественники из разных стран рассказывали одно и то же. В самые опасные моменты жизни рядом с ними появлялся невидимый спутник. Возможно, это лишь последствия работы мозга на пределе возможностей, а возможно, за этим скрывается нечто большее. В этом видео мы разберем самые известные случаи такого присутствия, узнаем, как ученые пытаются объяснить этот феномен и выясним, почему многие люди до конца жизни были уверены, что в тот момент рядом с ними действительно кто-то был. В 1916-м корабль Эрнеста Шеклтона раздавило льдами Антарктиды. Чтобы выжить, он и его команда прошли 1300 километров по открытому океану на маленькой лодке и добрались до острова Южная Георгия. Это само по себе было почти невозможным. Однако самое трудное было впереди. Чтобы добраться до людей, Шеклтону и двум его спутникам предстояло пересечь горные хребты острова, пройти 36 часов без сна, почти без еды и без альпинистского снаряжения по маршруту, который до них не проходил никто. Шеклтон был полярным исследователем с многолетним опытом, человеком, который не склонен к панике и не верит в фантастические истории. Но именно во время этого перехода с ним произошло нечто странное. Где-то посреди этого перехода Шеклтон понял, что их не трое, а четверо. Он отчетливо слышал за спиной шаги еще одного человека и не решался обернуться, потому что боялся увидеть то, чего не должно было быть. Но еще больше он боялся не увидеть никого. Когда они наконец добрались до жилья, выяснилось нечто странное. Все трое всю дорогу чувствовали присутствие еще одного человека, но молчали об этом до самого конца. Лишь оказавшись в безопасности, они заговорили об этом и с удивлением поняли, что пережили одно и то же. Шеклтон, Том Крин и Фрэнк Уорсли независимо друг от друга рассказывали о загадочном четвертом спутнике, который словно шел рядом с ними. В 1922-м Томас Стернс Эллиот написал поэму «Бесплодная земля». И в примечаниях сам указал источник строк про путника, который чувствует рядом четвертого, хотя спутников было трое. Источником была именно история Шеклтона. Случай, о котором рассказали три обессиленных моряка, превратился в строки одной из самых разбираемых поэм XX века. В мае 1927 года Чарльз Линдберг первым в истории в одиночку перелетел через Атлантический океан. Более 33 часов он летел из Нью-Йорка в Париж без посадки. Чтобы взять больше топлива, самолет был заполнен баками почти до предела. Кабина оказалась настолько тесной, что часть баков закрывала обзор вперед. К середине пути Линдберг не спал уже 2 суток. Он специально вел самолет низко над волнами, чтобы холодные брызги не давали ему уснуть. Именно тогда он обнаружил, что он в кабине больше не один.
Несколько призрачных существ, которых он позже назвал фантомами, разговаривали с ним, давали советы и помогали держать курс. Они оставались рядом несколько часов и исчезли только перед появлением Земли. Линдберг много лет никому не рассказывал об этом. Он описал этот случай лишь в своих мемуарах. В отличие от большинства подобных историй, рядом с ним оказался не один загадочный спутник, а сразу несколько. За 30 лет до полета Линдберга похожая история произошла в открытом океане. В 1895-м американец Джошуа Слоком стал первым человеком, который в одиночку обошел земной шар на лодке. Его лодка была всего 11 метров в длину, а вокруг простирался бескрайний океан. У Азорских островов Джошуа Слоком тяжело отравился после того, как съел незрелые сливы, оставленные на палубе. В это время шторм становился все сильнее. Капитан лежал в каюте и не мог подняться. В какой-то момент ему показалось, что кто-то взялся за штурвал. Он поднял голову и увидел человека в старинной одежде моряка XV века. Незнакомец представился капитаном с корабля «Пинта». Он объяснил, что пришел помочь. Капитан был болен, и кто-то должен был вести судно дальше. Джошуа Слокам пролежал без сознания почти сутки. Когда он пришел в себя, корабль все еще уверенно держал курс, а паруса были настроены правильно. За это время лодка прошла 145 километров в нужном направлении. Без человека у штурвала это было невозможно. Июнь 1970 год. Нанга-Парбат, Пакистан. Гора, которую альпинисты называют «горой-убийцей». Райнхольд Месснер и его брат Гюнтер только что совершили то, что считалось невозможным. Впервые в истории поднялись на вершину по отвесной стене. Но на спуске все пошло не так. С каждым часом состояние Гюнтера ухудшалось. Райнхольд вел брата вниз по склону и постоянно оглядывался. В какой-то момент он почувствовал, что рядом с ними находится кто-то еще. Сквозь снег невозможно было разглядеть лицо незнакомца, но его присутствие ощущалось настолько отчетливо, будто он действительно был рядом. Это чувство не покидало Райнхольда несколько часов. Но на этот раз история закончилась трагически. Райнхольд чудом остался жив, а Гюнтер погиб. Его останки удалось найти только через 35 лет. Этот случай заставил исследователей по-новому взглянуть на эффект третьего человека. Во всех предыдущих историях загадочный спутник помогает людям пережить самые опасные моменты. Но здесь все было иначе. Он появился рядом и все равно не смог предотвратить трагедию. Почему человеческий разум создает образ защитника, если тот не способен спасти? Была ли это попытка помочь Райнхольду пережить потерю брата? Ответа нет до сих пор. Далекая пакистанская вершина навсегда осталась местом, где загадочный спутник встретил человека не в момент спасения, а в момент невосполнимой потери. Удивительно, что этот случай был не первым. Еще в 1953-м австрийский альпинист Герман Буль совершил первое в истории одиночное восхождение на эту же гору. Он поднимался без кислорода, без связи с командой и провел 2 ночи без сна. Во время спуска Буль почувствовал, что рядом находится кто-то еще. Он начал разговаривать с невидимым спутником, как с напарником. Спустя 17 лет похожее переживет и Райнхольд Месснер на той же самой вершине. Эти люди не были знакомы, но их рассказы оказались практически одинаковыми. В апреле 1983 года канадский альпинист Джеймс Севиньи вместе с напарником Ричардом Уитмайером поднимался на гору Дельтаформ. Во время восхождения их накрыла лавина и унесла на 600 метров вниз по склону. Севиньи пришел в себя примерно через час. Его спина была переломана в 2 местах, одна рука сломана, а другая серьезно повреждена. Началось внутреннее кровотечение. Рядом лежал мертвый Уитмайер. Понимая тяжесть своих травм, Севиньи лег в снег и приготовился к смерти. И тогда он почувствовал чье-то присутствие прямо у правого плеча, так близко, словно кто-то приблизил лицо к его шее. Голос, который он воспринял как женский, сказал ему не сдаваться. Дальше невидимый спутник сопровождал его 1,5 километра через долину. Несмотря на тяжелые травмы, Севиньи продолжал двигаться вперед. Голос подсказывал ему, что делать.
Он советовал надеть куртку и найти воду. Когда из носа пошла кровь, голос велел оставлять на снегу метки в виде стрелок, чтобы спасатели могли их заметить. Севиньи все-таки добрался до лагеря. Вскоре он заметил вдалеке 3 лыжников. Среди них оказались горный проводник и медсестра. Именно те люди, которые могли ему помочь. Невидимый спутник исчез сразу после их появления. Позже Севиньи признавался, что еще 2 года не мог вспоминать об этом без слез. Кому принадлежал голос, который вел его через долину? Почему он появился именно тогда, когда шансов на спасение почти не осталось? Через несколько лет другой альпинист окажется в ловушке высоко в горах Перу и столкнется с тем же явлением. 20-летний альпинист Джо Симпсон оказался на дне глубокой ледяной расщелины в горах Перу. Незадолго до этого он сорвался со скалы и раздробил колено. Во время спасения его друг Саймон был вынужден перерезать веревку, чтобы не погибнуть вместе с ним. Джо упал в темноту, но чудом остался жив. Он оказался в ловушке с полностью сломанной ногой. Еды не было, связи не было, а его друг был уверен, что Джо погиб. Тогда Симпсон услышал голос, спокойный и уверенный. Голос велел не пытаться выбраться наверх, а двигаться дальше через расщелину. Несколько дней этот невидимый проводник помогал ему выжить. Голос подсказывал, когда идти и когда останавливаться. Несмотря на тяжелую травму, Джо сумел преодолеть почти 10 километров и добраться до лагеря. В 1997-м погиб Роб Палмер, один из лучших исследователей подводных пещер в мире. Через несколько недель его вдова Стефани Шваб погрузилась в пещеру, где он погиб. Во время погружения она потеряла направляющий трос. Вода стала мутной, а воздуха оставалось все меньше. Тогда Стефани услышала голос мужа. Он указал направление, и через секунду ее рука нащупала трос. Голос сопровождал ее до выхода из пещеры, а затем исчез. Похожее произошло и год спустя. Во время перехода через Антарктиду новозеландец Питер Хиллари начал ощущать рядом свою мать, погибшую много лет назад. Она ничего не говорила. Он просто чувствовал, что она находится рядом. И здесь возникает странная закономерность. Иногда люди встречают неизвестного спутника, иногда слышат голос, а иногда рядом оказываются те, кого давно нет в живых. Почему это происходит снова и снова? 11 сентября 2001 года. Рон Ди Франческо находился на 84-м этаже Южной башни Всемирного торгового центра. После удара самолета здание быстро заполнилось дымом. Рон почти не мог дышать и был уверен, что не выберется. Когда он уже приготовился к смерти, рядом прозвучал голос. Он приказал Рону встать и идти вперед. Голос вел его через дым и огонь, пока он не нашел путь к выходу. Через несколько минут после того, как Рон покинул башню, она рухнула. Рон Ди Франческо стал последним человеком, выбравшимся из Южной башни живым. Позже он говорил, что без этого голоса не смог бы выжить. После десятков подобных историй ученые начали искать объяснение этому феномену. Еще в 1943-м британский невролог Макдоналд Кричли опросил сотни людей, переживших кораблекрушение, авиакатастрофы и другие смертельно опасные ситуации. Многие рассказывали очень похожие истории. Но почему это происходило, никто не понимал. Ситуация изменилась только в 2006-м. Швейцарский нейрохирург Олаф Бланке проводил операцию на мозге пациентки, которая находилась в сознании. Во время процедуры он случайно стимулировал небольшой участок коры головного мозга. Реакция пациентки удивила врачей. Она заявила, что рядом находится кто-то еще. Когда стимуляцию прекращали, ощущение исчезало. Когда ее повторяли, оно возвращалось снова. Бланки несколько раз проверил результат и получил один и тот же эффект. Впервые ученым удалось не просто услышать рассказ человека после экстремальной ситуации, а вызвать это состояние прямо во время эксперимента. Позже исследователи выяснили, что этот участок мозга помогает человеку ощущать положение собственного тела в пространстве. Когда его работа нарушается из-за нехватки кислорода, сильного истощения или других экстремальных условий, восприятие может давать сбой. Ученые решили проверить эту идею. Они создали робота для эксперимента. Человек с завязанными глазами двигал рукой,
а робот повторял его движения и касался спины. Когда движения совпадали по времени, ничего необычного не происходило, но стоило добавить задержку всего на полсекунды, как многие участники начинали чувствовать рядом чье-то присутствие. Некоторые пугались и просили немедленно остановить эксперимент. Один врач и альпинист, который сам столкнулся с этим во время восхождения на Аконкагуа, считал, что причина в сбое восприятия. В какой-то момент мозг начинает путаться и воспринимает часть собственных ощущений как присутствие другого человека. Похожий эффект ученые получали и другим способом – слабым магнитным полем через специальный шлем, который канадский нейропсихолог Майкл Персинджер еще в 70-х назвал «шлемом Бога». Некоторые участники этих экспериментов тоже начинали ощущать рядом чье-то присутствие. Получается, что разные эксперименты приводили к очень похожему результату. Казалось бы, объяснение найдено, но именно здесь начинается самая неудобная часть истории. Если бы речь шла о случайных галлюцинациях, истории людей должны были сильно отличаться друг от друга. Кто-то видел бы чудовищ, кто-то слышал бы бессвязные голоса, кто-то сталкивался бы с пугающими образами. Именно так обычно и работают галлюцинации. Они отражают страхи, воспоминания и личный опыт конкретного человека. Но в случае с эффектом третьего человека все выглядит иначе. Люди живут в разных странах, принадлежат к разным культурам и по-разному смотрят на мир. Одни верят в Бога, другие нет. Одни слышали о подобных историях, другие сталкивались с этим впервые. И все же их рассказы удивительно похожи. Почти всегда человек ощущает чье-то присутствие рядом. Оно ведет себя спокойно, помогает сохранять контроль над собой и исчезает после того, как опасность остается позади. Некоторые психологи считают, что в этом и заключается смысл феномена. По их мнению, мозг создает воображаемого спутника как механизм выживания. В критической ситуации страх может перерасти в панику, а паника часто становится смертельно опасной. Возможно, такой спутник помогает человеку сохранять ясность мыслей и продолжать бороться за жизнь. Представьте себе альпиниста, который несколько суток находится один на огромной вершине. Он устал, замерз и понимает, что может погибнуть. Теперь представьте, что рядом неожиданно появляется спокойный напарник. Кто-то, кто не боится, кто-то, кто говорит уверенным голосом, кто-то, кому можно доверить принятие решений. Возможно, именно так мозг помогает человеку сохранить способность действовать тогда, когда собственные силы уже заканчиваются. Психологи отмечают любопытную деталь. Многие дети в какой-то момент придумывают себе воображаемого друга, особенно в периоды стресса или одиночества. Возможно, эффект третьего человека связан с той же способностью мозга. В обычной жизни она проявляется как детская фантазия, а в ситуации смертельной опасности может превращаться в невидимого спутника, который помогает человеку не сдаться и продолжать бороться за жизнь. Эта теория выглядит разумно, но даже она оставляет множество вопросов без ответа. Почему этот механизм включается далеко не у всех людей, оказавшихся в одинаковых условиях? Почему одни люди лишь ощущают чье-то присутствие, а другие слышат голос и даже ведут с ним разговоры? Возможно, эффект третьего человека говорит не о чем-то сверхъестественном, а о том, что внутри нас все еще существуют механизмы, которые наука только начинает изучать. Но здесь возникает проблема. В лаборатории люди обычно испытывают тревогу и страх. Ощущение чужого присутствия воспринимается как нечто пугающее. У людей из наших историй все было иначе. Невидимый спутник не пугал, а успокаивал. Он помогал сохранять контроль над собой именно тогда, когда паника могла стать смертельной. Он выводил людей из пещер, вел через горы, подсказывал решения и исчезал после спасения. Скептики скажут, что причина проста. Голод, холод, нехватка кислорода, боль и отсутствие сна давно известны как причины галлюцинаций. И это действительно медицинский факт. Но в лаборатории, в полной безопасности, тот же самый сбой мозга превращал присутствие в кошмар, а на грани смерти он же превращал его в спасение. Кстати, похожие истории люди рассказывают и в последние минуты жизни. Многие утверждают, что незадолго до смерти начинают видеть умерших родственников или ощущать чье-то присутствие рядом.
Что это, еще один механизм мозга или нечто большее? Об этом мы подробно рассказали в другом видео на канале. А как вы считаете, что скрывается за эффектом третьего человека? Пишите в комментариях. Если тема зацепила, ставьте лайк и подписывайтесь.